Этот дайвер стал героем, спасшим маленького беспомощного дельфиненка, что вызвало невероятный восторг и одобрительные возгласы у всех присутствующих. Вот только тогда люди еще не догадывались, что поблизости скрывается нечто ужасное, способное разрушить красоту и гармонию этого тропического рая. В самом сердце Карибского моря, среди залитых солнцем песчаных пляжей, находился небольшой городок Коралл-Коув. Это место привлекало туристов своими живописными видами и богатым подводным миром. Брайан, опытный дайвер, давно уже сделал этот тропический рай своим домом. С годами он стал одним из лучших гидов по подводному плаванию с аквалангом, имея за плечами множество незабываемых погружений и великолепных открытий под водой. Его успех и репутация привлекали внимание не только заботливых туристов, но и охотников за приключениями, которые искали острых ощущений в этом чарующем месте. В тот день до появления туристов оставалось еще несколько часов. Решив воспользоваться свободным временем, Брайан направился на прогулку в подводный мир, где он часто находил умиротворение и восхищение. Он поплыл в более удаленные места, где очень редко появлялись люди, и подводный мир не переставал удивлять его своей сказочной красотой. Окруженный яркими рыбами, зябликами и удивительными кораллами, дайвер наслаждался ощущением полной свободы и гармонии с природой. Однако это прекрасное мгновение уединения вскоре прервалось, послышались взволнованные крики небольшой группы туристов с берега. Брайан, узнав голос приподнявшихся людей, подплыл чуть ближе, чтобы выяснить, что происходит. Туристы показывали на острые скалы поблизости и что-то говорили на незнакомом ему языке. Чувствуя, что что-то не так, дайвер быстро направился к скалам, его сердце забилось быстрее. Наконец, он услышал жалобный писк и сразу же распознал в них крики дельфина. Достигнув скал, Брайан увидел, что это совсем еще юный дельфиненок, который застрял на камнях и никак не мог выбраться из своего страшного плена. Он выглядел испуганным и подавленным. Брайан без колебаний погрузился в спасение, аккуратно стараясь не поранить детеныша об острые камни. Он вытянул его со скалы и вернул его в море. Как только водой коснулись его плавники, дельфиненок радостно запищал, снова почувствовав свободу, сделал вокруг дайвера несколько больших кругов и, весело взмахнув хвостом, исчез в бескрайних морских просторах. Брайан, улыбаясь от радости за спасенное существо, собирался вернуться к своим исследовательским погружениям, когда неожиданно рядом снова появился тот самый дельфиненок. Он вел себя так, словно искал общения с дайвером. Зная озорной нрав этих созданий, Брайан, решив, что животное просто хочет с ним поиграть, согласился провести с дельфинчиком еще некоторое время. Однако тот вскоре начал вести себя довольно странно. Он снова начал плавать вокруг человека, а потом неожиданно поплыл в том же направлении, что и в первый раз. Дайвер, поняв жесты дельфиненка, догадался, что малыш ждет, что он последует за ним. Подобно волшебному зову воды, Брайан хорошенько ускорился, чтобы не отставать от шустрого морского создания. Так, они вместе проплыли довольно значительное расстояние, и вскоре Брайан почувствовал, как его силы иссякают. Он начал жалеть, что ввязался в эту авантюру. Водоросли стали обвивать его ноги, а океан, казалось, насмехался над его превратностями судьбы. Наконец, вынырнув из воды, Брайан огляделся и увидел, что они находятся в небольшой бухте, где почти никогда не появлялись люди. Тем более удивительным было увидеть здесь незнакомое судно, большую рыбацкую лодку. На борту сверкали блестящие сетки, и Брайан, инстинктивно напрягая свои мышцы, понял, что что-то здесь не так. Любой промышленный лов рыбы был строго запрещен в этих местах из-за коралловых рифов с редчайшей флорой и фауной. А значит, это точно были браконьеры. Стараясь не попадаться нарушителям на глаза, Брайан продолжал осторожно плыть следом за дельфиненком под водой. И вскоре он заметил, как большие сети раскидывались неподалеку от судна.
В эти сети уже попало немало очень редких и ценных пород рыбы, которые из-за своей красоты и ценности могли бы привлечь не один взгляд к их необычному внешнему виду. Но самым важным открытием в тот момент для дайвера стало другое. В сетях запуталась взрослая самка-дельфин, которая отчаянно пыталась выбраться, беспомощно дергая плавниками. Байджа Брайан тут же бросился животному на выручку. Через все свои страхи и опасения он аккуратно разрезал сети, которые опутали ее тело своими жесткими, неудобными петлями. В процессе спасения дайвер вдруг осознал, что перед ним была именно самка дельфина, а тот самый дельфиненок, что так озорно кружил вокруг, подбадривал свою маму, плавал рядом с ней. Значит, он был ее детенышем. В момент, когда Брайан справился с последними узлами рыболовных сетей, самка дельфина наполнила пространство свистом, который звучал как благодарственный возглас. Она исчезла на глубине вместе со своим детенышем, влекомым радостной жаждой наслаждаться свободой и жизнью. Сейчас Брайан понял о том, что дельфиненок не напрасно оказался на скалах. Он, казалось, пытался попросить помощи для своей мамы у туристов, находившихся на берегу, но сам в итоге попал в каменный плен. Счастливый и с легкостью в сердце, Брайан направился к берегу, чтобы быстро известить другие службы о том, что здесь происходит. Достигнув берега, он сразу же вызвал береговую охрану. Ему хотелось, чтобы браконьеры не успели скрыться с этой лодки, прежде чем правосудие настигнет их. Волнение переполняло его, когда он ожидал прибытия полиции. Он прекрасно понимал, насколько важна каждая минута, особенно для морских обитателей, чья жизнь была под угрозой. К счастью, полиция прибыла очень быстро, не дав нарушителям возможности опомниться и завести двигатели своих лодок. Как только они потребовали остановить судно, браконьеры поняли, что попались с поличным. Полиция задержала преступников, которые полагали, что могут без последствий охотиться на морскую жизнь. Брайан с трепетом наблюдал за тем, как офицеры справляются с этой ситуацией, и его гордость за участие в спасении дельфинов возрастала с каждой минутой. Служители порядка поблагодарили дайвера за содействие и попросили оказать помощь в освобождении морских обитателей, которые еще оставались запутанными в сетях браконьеров. Брайан, усталый, но полон решимости, согласился помочь, и вместе с полицией они начали освободить рыбу и других морских животных, опутанных подводными сетями. Это занятие заняло несколько часов, и каждый освобожденный морской обитатель наполнял сердце Брайана гордостью и удовлетворением. В конце дня Брайан, удовлетворенный своей работой, присел на пляж, наслаждаясь легким ветерком и восхищаясь закатом, который озаряло небо огненными красками. Этот день стал для него не просто обычным. Он стал настоящим героическим подвигом, свидетельствующим о том, что доброта и мужество могут изменить мир вокруг. Он знал, что сам он не только спас дельфиненка и его маму, но и предотвратил гибель многих других существ, которые еще могли бы потерпеть подобную участь. Брайан посмел улыбнуться, глядя на вечерние волны, и понимал, что подводный мир хранит свои тайны и чудеса, и что его связь с морем стала еще более значимой. Таким образом, все его приключения в этом тропическом раю были нацелены на то, чтобы защитить и сохранить морскую жизнь, и, возможно, в будущем он еще не раз станет свидетелем героизма, как своего собственного, так и тех, кто готов вставать на защиту животных. Вот такая удивительная и вдохновляющая история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете много интересного.